Лилией Карцевой, девушка, которая когда-то водила ко мне свою прекрасную дочь, которая очень интересна мне и о которой бы я хотела немножко рассказать и поговорить. Э, Доброго дня. Привет. Привет. Расскажи немножко о себе. Я житель города Николаева. Меня зовут Лилия. У меня 2 детей. Я взрослая девочка, которая прошла переоценку ценностей, наверное, с началом полномасштабного вторжения. Я человек, который понял, что жизнь идет, в ней надо что-то успеть, что-то попробовать и не проходить мимо возможностей, которые нам предоставляются. Теперь я пробую себя в роли модели, в роли актрисы, то, о чем всегда мечтала в детстве, и то, что казалось вообще недостижимым, особенно живя в городе Николаеве, где, скажем так, эта индустрия очень не развита. Пробую, мне нравится. Я меняю свою жизнь, я смотрю на жизнь с другой точки зрения, с другой стороны, знакомлюсь с новыми интересными людьми. И пока мне этот опыт нравится. Класс. Интересно, что ты как бы воплощаешь свои детские мечты. Ну, это не совсем детские мечты, это, скажем так, какие-то такие моменты, на которые закрыли глаза в свое время там родители, я закрыла глаза на это общество. Мы росли в 2000-х, когда модно было быть бизнесменами, юристами, предпринимателями, не модно было ходить развиваться, чем-то заниматься. Все хотели зарабатывать деньги. Я пошла по тому же пути, хотя пока, скажем так, я не обращала внимания на стереотипы, да, и слушала только то, что у меня внутри. До 4 класса я была в школе самая главная артистка. Я и пела, и танцевала, и в сценках участвовала, хотя я понимаю, я ни петь, ни танцевать не могу. Но пока тебе об этом никто не сказал, ты об этом и не знаешь. Была прекрасная учительница, которая рассмотрела во мне что-то творческое. Она всегда меня ставила на главную роль. Я не знаю, может, просто это была сельская школа, было мало детей, может, просто больше выбрать никого не было. Ну, скажем так, выбор пал на меня, и я из-за этого очень благодарна, потому что это такие воспоминания с детства классные, о которых приятно вспоминать и мне, и там родителям моим. А потом пошло время, тяжелые 90-е, как-то об этом мало кто думал, мало кто задумывался, и всем захотелось быть бизнесменами. Ну и, конечно же, я в ту же сферу отправилась, пока в 17 году я не поняла, что я не бизнесмен, я путешественник. Я пошла работать в туризм. Это просто такое дело, которое увлекает тебя с головой. Не очень нравится, допустим, твоей семье, особенно мужу, когда ты неделями отсутствуешь, когда тебя нет дома, но это та сфера, в которой я просто ощущала себя вот в своей тарелке. И когда наступил ковид, когда наступила война, понятно, все это прекратилось. Я не стала дальше развиваться, потому что как-то такое время было, мы уехали, я с детьми выехала за границу. Естественно, о туризме речи быть не могло. Пошло какой-то момент, началась легкая депрессия, когда мы вернулись, и когда я поняла, что тут еще все это надолго, все это еще не скоро развяжется. И тогда мне попался в Инстаграме проект, в котором я сейчас участвую. И я написала, я поняла, что за руку никто никого тянуть не будет. В то же время, так совпало, наверное, мне попалась в руки книга, аудиокнига «Трансерфинг реальности». Это понятно, сейчас можно сказать попса, все это знают, все это читают, но в свое время это просто перевернуло мой мир. И я всегда увлекалась там какими-то моментами психологии, всегда мне это было интересно, но в тот момент, наверное, это стало ключевым таким моментом, когда я поняла, что надо что-то делать, и никто тебя заставлять не будет. Написала, мне ответили, и тогда прям несмотря на то, что война продолжалась, все, ничего не изменилось в Николаеве, все было так же, как в принципе и было. Но жизнь заиграла новыми красками. Наверное, потому что в мою жизнь вернулись путешествия.
моя деятельность, которой я сейчас занимаюсь, она подразумевает очень много путешествий. Ну, это меня оживляет. Я не знаю, как другие люди могут прожить, допустим, в одном и том же городе, не выезжая за его пределы. Мне кажется, это такая маленькая смерть. Мгм. Так что сейчас я действительно кайфую от того, что я имею возможность не просто, скажем так, праздно ходить по каким-то другим городам и странам, а с целью и развитием, потому что ты общаешься с интересными людьми. У нас там интересная комьюнити в нашем проекте Brand Face, которая состоит из взрослых женщин, которые уже, скажем так, что-то из себя представляют, к чему-то пришли, и все они объединились в одном месте ради одной цели – сделать себя счастливыми. И мы это делаем. Вау, здорово. Еще хотела спросить у тебя про красоту и моду, так как я видела и вижу, что ты вот в этом находишься, и вот так как ты говоришь, в этом сообществе, где опять-таки красивые, успешные, здоровые, эмоциональные, Да. физически женщины находятся. Как влияют они и мода на окружающих людей? И влияет ли, и есть ли взаимосвязь вот прекрасного, когда ты видишь да, в себе, в людях, в не знаю, архитектуре, на восприятие мира? Красота в глазах смотрящего. Да? Мгм. Кстати, да, эта сфера, она развивает, развивает, наверное, умение видеть прекрасное. Потому что, ну, взять даже людей, которые живут в городах, в которых, ну, скажем так, не очень-то много прекрасного, красивого, это не Париж, это не Прага, это, например, Николаев. Но всегда можно увидеть красоту в чистом газоне, красивых тюльпанах на Рамбежной, например. Буквально 2 дня назад я гуляла с собакой на набережной, я просто любовалась и понимала, что, ну, как бы не обязательно какую-то там старинную, шикарную архитектуру иметь. Нужно просто наслаждаться тишиной, спокойствием, миром. А насчет красоты и моды, мода это вообще понятие относительное. Мне кажется, мода, она не снаружи. И человек, который демонстрирует моду снаружи, это человек, который трендом следует. Мгм. Тренды это не про моду, тренды это про зарабатывание, опять же, денег. Это про бизнес, это про индустрию. А мода это твое самоощущение, твое самовыражение. И не обязательно ты каждый день должен одеваться модно. Мода это комфорт. Что для тебя комфортно, что для тебя приемлемо, то для тебя и модно. Но, конечно, мой мир перевернулся даже по отношению к моде. Побывав на многих фэшн-виках, Мгм. не только Украины, а и других стран, просто очень интересно наблюдать за людьми, за всякими популярными людьми, инфлюенсерами, блогерами, модными критиками, как они самовыражаются, как они одеваются, что они вкладывают в это. Мода это не всегда про дорого-богато, Мгм. как мы любим. Многие из них признавались откровенно, что какие-то там фишечки, детали найдены в секонд-хенде. То есть человек пришел на неделю моды, но он пришел там в какой-то винтажной шляпке из секонд-хенда. То есть это просто способ самовыражения. И это не всегда ярко, это не всегда должно быть кричаще. Это про комфорт. Это мое мнение. А у каждого свое. Самое главное, особенно в зрелом возрасте, не следовать слепо трендам, потому что можно потерять себя, да, как мы знаем. Ну, то есть это комфорт. Это комфорт и самовыражение, если нужно. Если нужно. И я думаю, что это самое главное, чтобы не потерять себя. Эта фраза Да. очень важна для многих. Потому что многие пытаются... Сейчас же вообще как бы доступность информационная Мгм. зашкаливает. И все пытаются быть на кого-то похожи. Все хотят за кем-то следовать. Особенно, ну, немножко удручает состояние трендов, за которыми следует молодежь. Потому что они все теряют... Ну, не все. Я оговорилась. Мгм. Много молодежи сейчас, наоборот, самовыражаются, очень как-то ярко о себе заявляют. Но многие хотят быть на кого-то похожи. Все хотят быть
модными, одинаковыми, с чем-то сделанным, с чем-то искусственным. Слава Богу, сейчас мы от этого отходим, мы отходим от объемов, мы отходим от этой бешеной косметологии, которая нас там захватила в 10-х, 20-х годах в начале. А теперь все равно направление на натуральность. На натуральность, на какую-то природность. И это очень хорошо, что мы все-таки возвращаемся к тому, что, скажем так, выделяет, идентифицирует нас среди других людей. И что плохого в том, что у человека, например, там какой-то недостаток. Если этим недостатком ты можешь воспользоваться как индивидуальностью, особенно в мире моды, в индустрии моды, чем ты интереснее, чем у тебя необычнее внешность, вообще речь не идет про красоту в стандартах классических, к которых мы привыкли, да. Просто ты должен быть собой. Все. И я хочу, чтобы молодежь, которая вот сейчас взрослеет, чтобы они просто были собой. Я сейчас смотрю на девочек-подростков. Ну, я не говорю, что это плохо или это хорошо. Просто они все идут в одинаково широких штанах, в одинаково широких балахонах, одинаково там розово-фиолетовых волосах. И ты не понимаешь, ну, там, кто из них кто. Они все одинаковые, у всех черным наведены глаза. Ну, это такой период, который, да, подростки проходят. Но хочется, чтобы они все равно как-то больше обращались к своему внутреннему миру. И вот все равно, когда человек отдает то, что у него внутри, если у него есть что отдать, да, какой-то свет, какая-то энергия, тогда вокруг него и формируется вот этот круг, из которого состоит его общество. Отлично. Следующий мой вопрос. Почему Николаев? Почему, если, допустим, у тебя такая мысль, что не просто так в Николаеве, допустим, ты находишься, выстоял Николаев. И почему ты со своей семьей в Николаеве? Ну, во-первых, это мой родной город, я его люблю. Здесь моя семья, здесь мои родственники, здесь мой дом, моя душа. И за время войны мы все попутешествовали, или к сожалению, или слава богу, как бы, может быть, это даже на пользу кому-то пошло, потому что мы все равно расширили свой горизонт, у нас упали розовые очки там, где нас нет, и там, где якобы лучше, о Европе. Мне кажется, что Николаев идеальный город для жизни. Просто у нас кризис управления в Николаеве, будем называть вещи своими именами. И я верю, что все равно этот кризис проходит, знаете, как самое темное время перед рассветом. Нужен хозяин в нашем городе, который, скажем так, будет его любить. Потому что, опять же, по мере общения с другими людьми, особенно умиляют меня люди из Харькова. Они меня даже, просто поначалу я была в шоке, насколько они любят свой город, насколько для них он идеален. И из последнего то, что когда, вот у меня есть подружка, с которой мы сейчас очень плотно общаемся, и мы когда с ней, допустим, там в Киеве по работе или еще по каким-то вопросам идем, и она говорит, ни одной мусорки, и мы с ней одновременно, а вот в Харькове. Я хочу, чтобы мы также любили Николаев, как харьковчане любят свой город. Потому что у нас есть за что любить. У нас действительно классный город, очень удобный, очень компактный. Я всегда говорю, вот много людей сейчас спрашивают, почему вы не уехали в Одессу. Был период, мы 2 месяца жили в Одессе, пока не освободили Херсон. Как только Херсон освободили, естественно, мы вернулись домой, потому что мне здесь комфортно, здесь есть все. Если здесь нет моря, у нас есть Одесса. 2 часа, и мы на месте. Плаваем, загораем, купаемся. Единственное, что, конечно, не хватает аэропорта. Сейчас вообще много чего не хватает во время войны. Я говорю про мирное время. Если в Николаеве будет аэропорт, это будет совсем другой уровень города. Я считаю, что у нас здесь вообще идеальные условия для жизни. Нужно просто немножко полюбить его, как нам, так и властям нашего города. Вот и все. Недолюбленный, знаете, как недолюбленные дети, у нас недолюбленный город. Немножко недооцененный, немножко недолюбленный, потому что
был период, там, в начале 2000-х, к нам приезжали родственники из другой страны, и они говорили: боже мой, как у вас красиво, как у вас красиво, как у вас все зелено, как у вас шикарно, чисто, убрано. Вот все-таки хочется, чтобы не вернуть то состояние города, а возобновить, потому что у нас тут есть что делать, есть что смотреть, есть где гулять. И приукрасить несколько Да, раз. его нужно украсить, знаете, как вот, как мой муж говорит, накрасить губы. Накрасить губы нашему городу. Ну, там, конечно, наверное, нашему городу нужно сделать пластическую операцию, потому что одними губами Не здесь не обойдешься. обойтись. Но ничего, это все восстанавливаемо. Да. И я думаю, что Совместными да, было усилиями. бы желание, все Да. возможно. Так как я большую часть, всю свою часть жизни работаю в образовании, поэтому вопрос, соответственно, Мгм. про образование. Как ты видишь образование вот в нашей стране, в Николаеве? И я думаю, что ты увидела на примере своих детей за границей. Да. И что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, ни для кого не секрет, что состояние образования в городе Николаеве плачевное. Это такой момент, который действительно, ну, не то чтобы смущает, а очень-очень расстраивает, потому что в силу безопасности наши дети не могут полноценно ходить в школы, полноценно посещать вузы. Даже, честно говоря, кружки какие-то спортивные, все равно дети ограничены, потому что тревоги, подвалы, ну, это, скажем так, накладывает свой отпечаток. Посмотрев на систему образования начальной школы, старшей школы в Германии, ну, 100% у них все поставлено, продумано очень хорошо. Дети себя чувствуют свободно, у них нет вот этого нашего пережитка советского прошлого, когда учитель — это, я не знаю, Бог, и которого нужно бояться, и который считает, я не говорю сейчас обо всех учителях, слава богу, ну, как бы в моей жизни сейчас этого нету, я помню свою систему образования еще, близкую к Советскому Союзу. Сейчас все равно учителя переходят на новый уровень, они тоже становятся более просвещенными, более самообразованными, потому что, ну, как бы нет сейчас курсов квалификации для учителей, насколько я понимаю, да? Ну, никто не занимается. То есть ты как закончил университет. Какие-то встречи общие онлайн, опять-таки. Да, но систему это не меняет. Тут важно поменять систему, потому что в первую очередь это же друг должен быть для ребенка. Ребенок не должен бояться учителя, он должен иметь возможность прийти со своей проблемой, поделиться, да, и получить какой-то совет. Это должен быть как товарищ, который тебя, ну, наставник, вот правильное слово, наставник. У нас пока что не все учителя являются наставниками, хотя очень хочется, чтобы они тоже расширяли свой кругозор в плане, ну, я не говорю сломать систему, а хотя бы выйти за рамки этой системы. Никто ж не говорит, чтобы они там больше времени проводили, да, на рабочем месте. Все хотят домой, у всех есть свои дела. Но все равно как-то расширить горизонт для того, чтобы рассмотреть этих детей. Это ж не те дети, которые были раньше. Это дети, которые знают, наверное, уже больше, чем мы, которые имеют доступ к информации свободной и которых уже трудно чем-то удивить. Мне кажется, просто детям нужно понять, что это не система, это дружеская среда. И учитель в первую очередь товарищ. А высшее образование, ну, в нашей стране высшее образование, это, скажем так, наверное, как иметь велосипед в мое время было. То есть образование было у всех, но знания были далеко не у каждого. Потому что когда мы, например, приехали в Германию, немцы были очень удивлены, что около 70% беженцев имеют высшее образование, потому что для людей из Европы, из Америки высшее образование — это уже синоним чего-то такого недостижимо высокого, интеллектуального, а у нас, ну, скажем так, высшее образование, мы все знаем, как можно было получить в свое время. И хочется, чтобы все-таки были знания, не корочка, а какие-то знания,
И опять же, возвращаясь к своему вопросу, почему, допустим, я получила экономическое образование? Потому что это было просто модно, не потому что я хотела или мне это нравилось. Просто вот в системе образования я бы хотела все-таки, чтобы делался акцент на какие-то таланты, интересы и способности ребенка. Ну, до войны я тенденцию эту наблюдала, уже все равно идут какие-то разделения, да, уже какие-то лицеи по интересам. Я не знаю, на каком этапе сейчас это все, потому что старшему ребенок уже студент, а младший, как говорится, еще до этого не дорос. Поэтому мне кажется, что нужно прислушиваться к детям и все-таки делать акцент на их талантах и на их интересах. И не под одну гребенку всех, потому что все мы разные, у всех свои индивидуальности. И как можно ребенка, который помешан, скажем так, на рисовании, на художестве, заставить на уровне с детьми с аналитическим каким-то складом ума учить математику и сдавать на одном уровне те же контрольные экзамены. Ну, это очень, очень тяжело, очень неправильно. Я думаю, что все равно у нас в Украине очень умные люди, новое поколение законодавцев прийде, и все равно что-то поменяет. Обязательно. И опять-таки я думаю, что вот это вот оставаться собой, давать детям возможность оставаться собой. Да, раскрываться, Да, раскрывать свои и таланты. быть в этом полноценно. И тогда ребенок сам увидит дорогу, куда ему идти. Ну, современные дети, они гораздо свободнее, чем мы были в их Да. возрасте. Насколько я вижу, по детям каждое новое поколение, они свободнее, они открытие, у них кругозор, они приходят уже с большим багажом знаний, которые остается только подпитать. И вот они есть, они Что мне еще совершенны. нравится в современных детях, то, что они умеют, по крайней мере, многие уже научились защищать свои личные границы. Если раньше было нормально, что там тебя учитель может трепануть в школе, ну, слава богу, например, там при мне такого не было. Но очень часто, допустим, там моменты из рассказов моих там друзей, что там учитель мог трепануть или ударить, или еще что-то. Слава богу, сейчас такого нету. И дети понимают, что этого не должно быть. И они имеют право, умеют себя защитить. И самое главное, чтобы они не боялись, опять же, обратиться к родителям с этим вопросом. Если вдруг что-то, какой-то конфликт произошел, детям всегда нужно объяснять, что учителя — это такие же люди, как мама, как папа, как продавец в магазине, как официант в кафе. Это работа, которая требует уважения, да, к людям, с которыми ты соприкасаешься в процессе этой работы. И главное, чтобы дети понимали, что их бояться не надо, учителя — это те же люди, и нужно научиться видеть просто в них красиво. Но без, скажем так, встречного направления этого не получится. Учителя тоже должны это демонстрировать. А многие учителя, которые учились еще в советские времена, они еще к этому, наверное, только идут. Потому что все равно они еще как-то позволяют себе надменно, наверное, с детьми высокомерно общаться. Хотя это такие же граждане, это, скажем так, договорные отношения, да? Ты ученик, я учитель, я пришел тебе дать, ты пришел получить. И никаких там разграничений быть не должно, что я выше, а ты ниже. Уважение взаимное. И в некоторых странах как бы учителя, я не говорю, чтобы на «вы», да, у нас учителя относились к детям, как-то более снисходительно, не надменно. Все-таки это было бы очень неплохо. Да. Ну и это взаимообмен, который бы, если бы учителя пришли к выводу тому, что взаимообмен происходит, когда ты даешь, а кто-то берет, и когда он есть, тогда есть процесс обучения, а когда есть только вот я выше такая, все знаю, а ты ничего не знаешь, но этот ребенок, допустим, я знаю, что многие дети, у них есть то, чего нет у меня, и мы можем меняться этим. Да. Они могут меня учить, я могу их учить, и это взаимообмен, который ставит их на такой же уровень, как меня. И когда ты им показываешь это, не просто ты это знаешь, а ты еще даешь им это и говоришь: вот, смотри, а ты это умеешь, а я этого не умею. И я в таком возрасте этого не умею, а ты в таком возрасте это умеешь. Вот. И тогда есть взаимообмен, взаимосвязь, и это есть процесс обучения. Энергии. Все вокруг состоит из энергии, да. Как бы дети — это же просто сгустки. Вот ты на них смотришь, ты не понимаешь, как вечером еще можно до сих пор там
прыгать. Вот утром там начал ребенок прыгать, и вечером он продолжает прыгать. Также у них же с потоком информации, от них же можно много чему научиться. Мгм. Это же совсем другое поколение. Мы в этом возрасте, там, в 10, 12, 15 лет не знали того, что знают они сейчас. Вот со своим 18-летним сыном я сейчас разговариваю как со взрослым. В некоторых моментах я даже прислушиваюсь к его мнению, потому что, ну, скажем так, в его 18 он намного более опытный, умудренный жизнью человек, чем я в 18. Я просто сейчас вспоминаю себя в 20 и в 18. Ну, я как-то по-другому вообще смотрела на мир. Насколько сейчас рассудительные дети, насколько они понимают, чего они хотят, они могут сравнить, они могут сопоставить, они что-то видели, не по своей, пускай не по своей воле, да, в силу обстоятельств, связанных с войной, но сколько у них появилось этого опыта, и опять же, это те трудные времена, которые порождают сильных людей. И я очень надеюсь, что несмотря на то, что сейчас наши дети сидят там, в подвалах, бомбоубежищах во время этих шахедов и ночных прилетов, то, что мы сейчас переживаем, я все-таки надеюсь, что если брать, да, ситуацию, разбирать любую ситуацию, брать из нее пользу, то я надеюсь, что это как раз тот период, который породит сильных людей, сильных лидеров, которые как раз-таки и будут любить наш город, будут любить нашу страну и поменяют и систему образования, и, в принципе, наверное, много систем, которые сейчас работают неправильно. І возобновлять страну, відбудують. Да, відбудують тільки вони, але вони повинні повернутися, тому що очень много людей сейчас стараются вывести своих детей, особенно мальчиков. Все боятся призыва, все боятся мобилизации, потому что никто не хочет, чтобы его сын в 18 лет брал оружие и шел на фронт. И даже вот сейчас мой ребенок вернулся, он общался со своими друзьями и говорит, все очень классно, все очень здорово, но они уезжают. Им вот 17 лет, ребята будут выезжать. Это выбор каждого. Но хочу сказать, что лучше, чем дома, несмотря на то, что да, Европа спокойная, Европа красивая, хорошее образование. Лучше, чем дома, ты нигде себя не реализуешь, потому что такие возможности, как в Украине, даже сейчас во время войны, в Европе такого нет. То есть ты можешь, несмотря на трудности, несмотря на что, я не в розовых очках, я понимаю, какие трудности там со стороны законодательства, со стороны разных структур могут преследовать там юных предпринимателей, да, стартаперов и все остальное. Но все равно, несмотря ни на что, возможности в нашей Украине все равно лучше и больше и шире, чем в любой стране Европы. Может, это наш менталитет, может, это мы к этому привыкли, к этой системе, но тем не менее, так оно есть. Да. Скажи мне, как ты держишь себя на плаву в плане, вот когда приходят какие-то моменты, они есть всегда, когда есть хорошо, когда есть совсем тяжело морально. Есть ли какие-то вещи, которые помогают тебе вот прийти, вернуться к себе и двигаться Сохранить дальше? ментальное здоровье. Да. Да. Да, конечно, есть такие вещи, хотя очень, очень часто за то время, пока идет война, хотелось просто плакать, бежать, понятно, это у нас у всех такое было. Во-первых, литература. Опять же, очень рекомендую, кто только на пути, скажем так, к сохранению ментального здоровья, почитать книжку, о которой я говорила ранее, Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности». Это так, первый этап. Потом помогает, конечно, сохранить спокойствие и какой-то, наверное, жизненный баланс йога. Это тот вид спорта, или, не знаю, философия жизни, к которой я возвращаюсь уже 3-й раз. Первый раз я обратилась к йоге, потому что у меня проблемы со здоровьем были. Я походила 3 года. Все прошло, великолепное самочувствие. Я подумала, что я теряю время, это очень скучно, это очень нудно. Я ушла из йоги, я там забросила спорт. Проблема вернулась. 2-й раз я вернулась в йогу. Позанималась, какие-то там моменты, что-то появилось там, не знаю, более динамичное, там фитнес, интересы другие. Началась война. Как бы тоже, понятное дело, не до этого всего было. Хотя я сейчас понимаю, что, может быть, если бы я в Германии занималась йогой, и как бы этот период прошел бы намного легче и спокойнее.
третий раз я вернулась в йогу сейчас, потому что я понимаю, что нужны какие-то все равно позитивные эмоции. А откуда браться позитивным эмоциям, если ты не общаешься с позитивными людьми? Ну, не каждый раз, не каждый день ты работаешь, хотя работа тоже отвлекает. Это способ, ну, я не говорю, что там нужно сильно медитировать или нужно прям сильно погружаться в это. Просто ты отвлекаешься, потому что когда твой разум занят какими-то задачами, на которых нужно сосредоточиться, у тебя не остается времени на негатив. Но опять же, аффирмации, все, что мы любим, да? Аффирмации, позитивное мышление, нужно ловить себя на мысли о том, что все хорошо. Нужно уметь ценить свое, скажем так, тот момент, в котором ты находишься здесь и сейчас. Я жива, я здорова, мой город выстоял, моя страна выстояла. Все равно будет, война не вечна. Живы, здоровы, там родственники, дети, любимые. Что еще нужно? У меня прекрасные дети, у меня прекрасный муж, семья, собака. Что еще нужно? Вот если по большому счету. Спасибо, у меня есть крыша над головой, у меня есть друзья, у меня есть люди, с которыми мне хорошо, у меня есть любимое дело. Что еще нужно? Понятное дело, человек так устроен, что никогда не останавливается, да, если ты остановился, значит, ты деградируешь. Не бывает, да, просто спокойствие. Мы хотим развиваться. И это классно, когда мы хотим, это очень здорово, когда люди чего-то хотят, значит, они в процессе, да. Ну, то есть просто благодарить мир, благодарить Вселенную за то, что у нас есть на данный момент. Мы пьем прекрасный кофе, у нас есть чистая вода. Это же прекрасно. Да, мы хотим на Мальдивы всей семьей. Но пока, как говорится, вся семья не может, потому что половина семьи, скажем так, не выездная. Нужен ресурс. Здоровье есть, значит, будет и ресурс, значит, мы на правильном пути. Все прекрасно. И самое главное вовремя эту мысль запустить к себе в голову, потому что можно сидеть, грустить, а время идет, и мир движется, и время проходит мимо тебя настолько быстро, настолько незаметно, и ты осознаешь это, когда тебе там уже становится 40 лет, и ты понимаешь, что надо жить здесь и сейчас, и как можно чаще выходить из зоны комфорта. Почему я вообще пошла в эту сферу? Потому что это был мой, скажем так, пункт, который я считала, что ну куда? Если ты в эту сферу не пошел там в юности, в 17-18, ну куда уже? Зачем уже? А мир настолько динамичный. Отлично. Ну и в конце я хотела бы спросить у тебя, задать тебе философский вопрос. Новое время. Что это за время? Есть ли оно и как в нем жить? Интересный вопрос, особенно учитывая то, что эта тема вообще на слуху последние несколько лет. Я не очень углубляюсь, конечно, там моменты эзотерики или каких-то высоких вибраций, но известно, что люди, которые этим действительно интересуются, доказали, что вибрации Земли поменялись. И для того, что они повысились, то есть если раньше планета наша жила на низких вибрациях, соответственно, если мы в ней жили, резонировали, тоже были на низких вибрациях, то сейчас вибрации Земли очень сильно повысились. Это говорит о том, что людям для того, чтобы, опять же, жить в резонансе с этой вибрацией, нужно тоже повышать свои вибрации. То есть нужно уделять время духовности, нужно отдавать больше любви, больше света, потому что вибрации ненависти, разрушений, то, что сейчас мы видим повсеместно, это низкие вибрации. И для того, чтобы в гармонии жить между собой, между нами, людьми, между нами и природой, между нами и землей, нам нужно соответствовать. Для этого, я думаю, нам нужно всем обратиться к тому, что все мы люди, все мы хотим жить хорошо, все мы хотим жить с добрыми людьми, которые нас окружают. Для этого нужно самому становиться чуть добрее. Нужно научиться любить людей. Но чтобы научиться любить людей, нужно научиться любить себя. Начни с себя, да?
научиться любить животных, научиться любить природу. Я думаю, что когда мы немножечко обернемся, остановимся и увидим, насколько этот мир вокруг прекрасен, насколько прекрасны люди, которые нас окружают, и задумаемся о том, что мы даем этому миру, тогда, наверное, все станет немножко лучше. Но опять же, никакого прогресса нет без какой-то встряски. Я надеюсь, что то, что началось в 2020 году с ковида, и есть эта встряска, благодаря которой люди, наверное, должны все-таки встрепенуться, осмотреться и сделать какие-то выводы. Потому что то, что происходит сейчас, то, что люди делают с другими людьми, это абсолютно, скажем так, не вписывается в картину, да, какого-то позитивного развития мира. Поэтому давайте дарить свет, Да. давайте дарить улыбки, давайте учить этому своих детей. Обязательно. Пусть они начинают любить себя с самого детства, потому что нас этому никто не учил, к сожалению. И я рада, что сейчас мы начинаем, мы только на первой ступени, наверное, этого осознания, этого понимания, что просто любовь руководит миром, а не деньги, не злость, не какая-то власть. Давайте будем добрыми. Отлично. Спасибо тебе огромное. И это прекрасное завершение из фразы, которая идеальна, чтобы закончить и передать послание тому, кому оно нужно. Да, и еще такой момент, что хотела сказать, что жить нужно сейчас. Мир не будет ждать, пока ты решишься, да? Давайте наслаждаться каждым моментом, давайте делать себе лучше, давайте читать книжки правильные, Да. давайте слушать правильную музыку, заниматься спортом, заниматься йогой и любить себя. Да, отлично. Иху. Спасибо.